Путин отдал приказ. Захват и наступление. Обращение к генералам. Предложение Зеленского отвергнуто. Киев готовит ударный ответ. Срочный вылет Зеленского из страны. Почему сейчас и куда? Беларусь вновь точка для переговоров. Закулисная встреча Украины и России с чистого листа. Заявление Киева и Москвы для военных двух стран. Масштабная выдача украинских паспортов в Беларуси, Армении и Казахстане. Кто получит документ молниеносно? Борьба с демонами прошлого. Жесткий разговор Варшавы и Киева из-за героев УПА. Срочный визит Буданова в Польшу. Удар Украины по союзнику, мощные взрывы, столица в протестах, как зять Трампа стал поперек горла. Удар Ирана по США, письмо с угрозой президенту и жуткая потеря. Страна считает погибших. Об этом не только досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Уже 6 июня на календаре. Начну, как и прежде, со слов благодарности. Спасибо за поддержку, спасибо, что самостоятельно находите новые выпуски на канале после того, как появились определенные проблемы с их показом вам на главной странице. Напомню, что вы можете меня поддержать, к тому же абсолютно бесплатно, подписавшись и нажав на колокольчик. Так вы точно ничего не пропустите. А я начинаю, и есть о чем рассказать. Дорожки из долларовых купюр, элитные автомобили и недвижимость на миллионы гривен. Именно такую картину, по данным следствия, обнаружили украинские правоохранители у чиновников военно-врачебных комиссий, которые занимаются мобилизованными. Нацполиция объявила о масштабной операции «Эскулап» против возможного незаконного обогащения и фиктивного декларирования. По версии следствия, расхождение между официальными декларациями и реальным имущественным состоянием отдельных фигурантов достигают 11 миллионов гривен. Это примерно $250 000. По всей стране прошли 58 обысков в 16 регионах. Следователи проверяют происхождение найденных денег, недвижимости и других активов, которые могли быть оформлены на родственников. Украина начинает масштабную выдачу украинских паспортов, но не всем. Речь о детях, родившихся на неподконтрольных Украине территориях. Это и Крым, и части 4 областей – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Те граждане, которые родились после того, как Киев признал эти земли временно оккупированными и при этом никогда не получали украинский паспорт, теперь смогут через посольство оформить удостоверение для дальнейшего возвращения в Украину, а затем получить полноценные украинские документы. Об этом заявил глава МИД Украины Сибига. И теперь документы можно получить в посольствах Украины в Беларуси, Грузии, Армении, Казахстане и Турции, а также в генконсульствах в Стамбуле и Анталии. Рад сообщить, что для оформления удостоверения мы предусмотрели упрощенную процедуру установления личности. Теперь это можно сделать в одном из наших посольств или консульств на основании свидетельских показаний дееспособного члена семьи, гражданина Украины, в том числе дистанционно, через видеосвязь. Буданов срочно прибыл в Польшу. Киев этот визит не анонсировал и не комментировал, а в Варшаве заявляют: глава Офиса президента Украины приехал, чтобы уладить конфликт, который возник между польским и украинским президентами Навроцким и Зеленским. Причина – присвоение Зеленским одному из украинских подразделений названия «Героев УПА». По словам премьера Польши Туска, сейчас идут переговоры между Будановым и представителями правительства и президентской канцелярии Польши. Также Туск назвал сложившуюся ситуацию абсолютно ненужным конфликтом и напомнил, что Польша ранее вложила значительные усилия в преодоление, далее цитата, «демонов прошлого». Он подчеркнул, польские власти и общество остаются полностью едиными в вопросах исторической памяти. Туск полностью поддержал Навроцкого. Варшава понимает стремление украинцев чтить тех, кто боролся против советской оккупации, однако, подчеркнул Туск, не может принять прославление деятелей, причастных к уничтожению поляков. Я предложил украинской стороне серьезно отнестись к очевидному кризису доверия, по крайней мере в исторических эмоциях, и что задача обеих политических элит, украинской и польской, заботиться о взаимной чувствительности. И я предложил украинской стороне поискать решение. Они сами создали эту проблему, пусть сами ее и решают. Срочный вылет Зеленского из Украины, закрытая встреча с лидерами Великобритании, Франции и Германии. По данным Bloomberg, стороны должны встретиться за круглым столом и обсудить новый европейский план по вовлечению России в мирные переговоры
и возможному завершению войны. Встреча должна пройти уже завтра, 7 июня, вечером в Великобритании и станет частью дипломатического наступления, которое Европа пытается перехватить у США, говорится в публикации. На фоне занятости Трампа Ираном, Брюссель все активнее претендует на роль главного посредника, говорится в публикации. Последний дипломатический шаг происходит на фоне того, что Зеленский предложил провести новые мирные переговоры с Владимиром Путиным, направив ему в четверг редкое и жесткое открытое письмо. Великобритания, Франция и Германия видят возможность привести Путина за стол переговоров, учитывая растущие успехи Украины в нанесении ударов дронами в глубине территории России. Путин не будет садиться за стол переговоров с Зеленским. Его предложение отвергнуто. Об этом заявил сам Путин, уверяя, что детально разобрался в письме Зеленского. И несмотря на то, что днем ранее сам Путин заявил, что готов проводить переговоры, о приличной встрече с Зеленским сказал бы тому «слава богу, что все закончилось». На этот раз он резко сменил тон. Путин разобрал письмо на атомы. Первым, на что он обратил внимание, это возраст, о котором напомнил ему Зеленский. Кроме того, в Кремле дали понять, переводить переговоры в публичную плоскость неправильно. Путин к тому же уверяет, идут закулисные переговоры между Киевом и Москвой. По его словам, в украинскую столицу буквально 2 недели назад ездил один из российских бизнесменов, который лично говорил с Зеленским, а после передал детали разговора Путину. Кто именно это был, Путин не уточнил, равно как и Киев не комментировал этого заявления. Путин считает, что Зеленский хочет встречи для того, чтобы остановить наступление России, а поэтому Путин обратился к военным РФ и отдал приказ наступать. Главная цель, уверяет, Донбасс. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. Зеленский уже услышал ответ Путина, напомнил, что он хотел встречи, чтобы остановить войну, а как результат и любые боевые действия. На Банковой заявили, что Москва своим нежеланием встречаться сделала выбор в сторону войны, а поэтому Украина собирается отвечать. Зеленский уверяет, что согласовал новые операции на территории России. Слабка відповідь. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять, не хочет признавать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги. Они все сегодня были очень улыбчивыми. Значит, денег у России должно стать меньше, а давление на Россию больше. Я благодарю всех, кто помогает нам. Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира. Зеленский и Путин теперь должны разбираться сами в вопросе российско-украинской войны. Уже так говорит Трамп, который обещал завершить войну за сутки. Отвечая на вопрос о возможной личной встрече Зеленского и Путина без участия США, Трамп сказал, что не возражает против такого сценария. По словам главы Белого дома, он создал сторонам конфликта благоприятные условия для переговоров. Переговоры Украины и России в Беларуси состоялись не на уровне лидеров, но на уровне уполномоченных по правам человека. Киев и Москва начинают все с чистого листа. Так прокомментировал встречу с новой уполномоченной по правам человека от России Лантратовой украинский омбудсмен Лубенец. Причина в том, что Лантратова недавно заступила на свой пост, сменив на нем Татьяну Москалькову. Украина и РФ провели обмен пленными и пришли к особым договоренностям. Мы договорились продолжать все позитивные моменты, которые были наработаны в прежние годы. Речь о визитах к военнопленным, передача писем, передача посылок, верификация тех, кто находится на территории России и на территории Украины. Стороны заявляют, что есть желание двух сторон развивать и расширять диалог. Кроме того, уверяют, что теперь родственники погибших украинских и российских военных больше не будут сталкиваться с проблемами при оформлении документов. Дело в том, что зачастую возникают вопросы, если с любой стороны погиб боец, а его родители, например, жили на территории другой страны, то чтобы не возникали сложности с документом, с оформлением выплат и льгот, учитывая, что нет другого канала, мы договорились, что у нас будет общий канал коммуникации. Масштабные взрывы и эвакуация. Непреднамеренный удар Украины по НАТО из-за действий Москвы.
Именно так говорят официальные лица о детонации морского беспилотника у берегов Румынии. Прогремело накануне, в течение нескольких часов было неясно, чей дрон, однако вскоре ВМС Украины подтвердили, в румынском порту сдетонировал украинский БЭК. Официально заявляется следующее. Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС Вооруженных сил Украины под воздействием средства РЭП противника потерял управление и оказался у берегов Румынии. Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины была предоставлена необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения. Румыния уже начала уголовное расследование. Дело возбудили за несоблюдение режима оборота оружия и боеприпасов, а также за несоблюдение режима оборота взрывчатых веществ. Румынский президент заявил при этом, была объявлена эвакуация в районе после того, как от Украины поступил сигнал тревоги, что дроны утеряны из-за работы РЭП России и, как оказалось, дрон был не один. Часть из них самоуничтожилась в 100 километрах от берегов Румынии. Цитирую. В настоящее время все 4 морских дрона, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самоуничтожились. Помимо дрона, который самоуничтожился в порту Констанца, второй дрон под наблюдением береговой охраны самодетонировался в акватории у порта Констанца, а еще 2 дрона взорвались примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы. В Брюсселе осудили Россию за инцидент с украинскими дронами. Фон дер Ляйен призвала к ответу. Это прямое следствие войны России против Украины. Эта война все больше превращается в прямую угрозу для стран на нашей восточной границе. Наша солидарность с каждым государством-членом, которое сталкивается с подобными угрозами, является безусловной, и наш ответ должен соответствовать срочности ситуации. Си собирается к Киму. Председатель КНР Си Цзиньпин в этом месяце посетит Пхеньян. Это станет его первой поездкой в Северную Корею за более чем 6 лет, а также первой зарубежной командировкой в этом году. Об этом сообщает Bloomberg. Визит запланирован на 8 и 9 июня. Издание напоминает, совсем недавно китайский лидер принимал в Пекине Трампа и Путина, а теперь отправляется к Ким Чен Ыну. Визит должен громко напомнить Вашингтону и Москве, именно Пекин остается ключевым игроком, способным вести дела со всеми сторонами в расколотом мире. Однако влияние Китая на Пхеньян далеко не безгранично, несмотря на годы давления. КНДР активно наращивает ядерную программу и укрепляет военное сотрудничество с Россией после начала войны в Украине, говорится в публикации. Там также уточняют, что Пекин давно является главным союзником Северной Кореи, обеспечивая ей жизненно важную экономическую поддержку на фоне санкций США и их союзников. Во время последнего визита в КНДР в 2019 году Си Цзиньпин заявил Киму, что мир ожидает прогресса в ядерных переговорах с США. Трамп и Ким встречались 3 раза во время первого срока американского президента, однако эти контакты не убедили северокорейского лидера сократить ядерную программу. Протестующие требуют отставки премьер-министра и заявляют, вышли на протесты не по чьей-то указке, а потому что их объединила злость. Митинги в Тиране, столице Албании, переросли в антиправительственные. Тысячи албанцев требуют, чтобы власти остановили строительство элитного курорта стоимостью почти 1,5 миллиарда евро, который реализует компания, связанная с зятем президента США Трампа Джаредом Кушнером. Под застройку планируется остров вблизи Албании и участок в районе албанской лагуны Нарта, которая является природным заповедником. Экологи предупреждают, что строительство может нанести ущерб уникальным водно-болотным угодьям, где обитают фламинго, тюлени и морские черепахи. Тем временем премьер-министр Албании Эди Рама уже заявил, что нет никаких шансов, что проект будет остановлен, пока он находится у власти. Если бы не зять Трампа, считает Рама, населению было бы наплевать на данную стройку. Письмо с угрозой Трампу. Тегеран готовится к ударам по США. Как сообщает газета АСР Иран, 85 иранских законодателей направили письмо верховному лидеру Муджтаби Хаменеи с призывом начать разработку межконтинентальных баллистических ракет. В письме парламентарии не только ставят под сомнение надежность Вашингтона в переговорах о прекращении огня, но и заявляют, что будут поддерживать вооруженные силы и оборонную промышленность страны до тех пор, пока дальность иранских ракет не позволит достичь, далее цитата, «офисов убийц» Хаменеи и религиозных лидеров Ирана.
Авторы письма также используют термин «режим Эпштейна», которым власти Ирана называют Израиль и США. В комментарии «Иерусалим-Пост» экс-советник по нацбезопасности Израиля Яаков Амидрор заявил, что любые экономические послабления и результаты переговоров между Тегераном и Вашингтоном могут дать Ирану дополнительные ресурсы для реализации подобных ракетных программ. Мы считаем, что для прекращения цикла террора со стороны так называемого режима Аль-Эпштейна, который не придерживается никаких моральных, человеческих или международных принципов, недостаточно принципа око за око. Враг должен знать, что за глаз он получит голову. Эксперты Института изучения войны интерпретировали это заявление как призыв к разработке ракет, способных достигать территории Соединенных Штатов. Тревога в открытом космосе. Накануне в НАСА заявили о подготовке к возможной эвакуации экипажа МКС из-за новой утечки воздуха в российском модуле «Звезда». 5 астронавтов, 3 американцев, француза и россиян срочно перевели в пристыкованный космический корабль Crew Dragon и привели в режим повышенной готовности на случай экстренной эвакуации со станции. При этом на станции остались 2 российских космонавта. Как сообщает Рейтер, они планировали использовать пилу, чтобы вскрыть участок конструкции, добраться до трещины, через которую происходит утечка воздуха, и залатать ее. По данным НАСА, скорость утечки за последние дни удвоилась. Потеря воздуха выросла примерно с 450 до 900 граммов в сутки. Позже российская сторона сообщила, что угрозы для экипажа нет. Давление на станции остается стабильным, а после временной остановки ремонтных работ НАСА отменила тревогу и разрешила астронавтам покинуть эвакуационный корабль и вернуться к работе на борту МКС. Страна считает погибших. 49 человек стали жертвами жажды после того, как грузовик с пассажирами, которые возвращались в Нигер из Мали, сломался посреди пустыни Сахара. По предварительным данным, водитель заблудился, а затем транспорт заглох в песках. Оказавшись без связи, воды и возможности выбраться, люди стали заложниками пустыни. Выжить удалось лишь 2 мужчинам. Они прошли более 50 километров пешком и вызвали помощь. Однако, когда спасатели прибыли на место ЧП, помощь оказывать было уже некому. Все пассажиры скончались. Сообщается, что их похоронили в братской могиле прямо в пустыне. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий, сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.